По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался, в России там, с 2,5 примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период. Это интервью бывшего главы Минфина, а ныне председателя Счетной палаты Алексея Кудрина вышло на канале РБК 13 апреля. Меньше чем через 2 недели Кудрин еще слегка накинул возможные цифры безработицы, доведя их до 9 миллионов человек. И, похоже, прогнозы еще будут ухудшаться. Многих сейчас волнует вопрос, что ждет российский и неразрывно связанный с ним международный рынок труда? Как будут меняться показатели бедности? Что ждать нам от этого кризиса и что с ним вообще делать? Об этом сегодня и поговорим. Поехали! Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Именно это заявил в конце апреля на совещании с правительством Владимир Путин. Оптимистично, не правда ли? Впрочем, ему по должности положено. Владимир Путин молодец! То, что коронавирус уйдет, а кризис останется, говорят более-менее все крупные эксперты. И аналогии с половцами и печенегами тут уже не прокатят. Более того, нужно понимать, что оценки той же самой безработицы не всегда надежны. Существуют различные критерии и системы подсчета. Это связано в первую очередь с таким явлением, как скрытая безработица. Посудите сами. Можно же считать безработными только тех, кто лишились работы и встали на учет на биржу труда. Можно считать безработными просто тех, кто потерял работу и реально уволен. Кстати, ты уволен. А можно еще посчитать тех, кто вроде формально трудоустроен, но находится в простое и получает копейки или не получает вообще ничего. А таких сейчас все больше и больше. До кучи можно посчитать еще и тех, кто был занят в теневом секторе экономики и также лишился работы. Хотя это вроде тоже не отражается в официальной статистике. Создатель сервиса по поиску работы superjob.ru Алексей Захаров, например, считает, что дела обстоят гораздо хуже, чем обещает официальная статистика. От кризиса мы будем отходить лет 5 в лучшем случае. На круги своя все не вернется. Нас, к сожалению, ждет большая безработица, которую никто из нас не видел последние 30 лет. Когда Минтруда говорят, что нас ждет 6 миллионов безработных, а мы знаем, что эти данные в среднем в 5-6 раз занижены от рынка. И подобные заявления как-то не выглядят гротеском или паникерством. Международная организация труда с каждым новым отчетом все ухудшает и ухудшает прогнозы о предстоящем падении занятости и описывает все больший ущерб, наносимый кризисом трудящимся всего мира. Если изначально МОД прогнозировала увеличение мировой безработицы до 6-7%, то сейчас речь идет о 10,5%. Вот как дела обстоят в самой богатой стране мира. 30 миллионов граждан штатов уже оказались безработными. Высокому риску увольнения в США подвергнуты еще 47 миллионов человек. По итогам второго квартала 2020 года уровень безработицы может достигнуть 32%, что является беспрецедентной величиной для Америки. А вот что происходит на постсоветском пространстве. Казахстанский политолог Марат Шибутов пишет о первых последствиях кризиса в Казахстане. На получение пособия подали 4,7 миллиона человек, или 51% от рабочей силы Казахстана. То есть видно, что для экономики страны это беспрецедентное явление, сходное по последствиям только с развалом СССР. Впрочем, мы сейчас говорили в основном об официально трудоустроенных. Тот же доклад МОД говорит о том, что наибольший удар придется и уже приходится по неформально занятым, а таких в мире 1,6 миллиарда человек.
По оценкам, первый месяц кризиса привел к сокращению на 60% доходов неформальных работников во всем мире. Это означает снижение на 81% в Африке и на американском континенте, на 21% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70% в Европе и Центральной Азии. Без альтернативных источников дохода эти работники и их семьи не смогут выжить. Капитализм, счастье, смерть. Происходит то, что называется пролетаризацией малого бизнеса. То есть разоряющиеся малые предприниматели неотвратимо либо пополняют ряды наемных работников, либо вовсе ряды безработных. Второе в сложившейся ситуации чаще. Вчера беспечный атлант расправлял плечи и слышались разговоры о том, что всего можно добиться, можно стать богатым с нуля, нужно только захотеть, нужно только мыслить позитивно. А сегодня пришла суровая рыночная реальность. Розовые очки потрескались, и через них теперь не так удобно смотреть на мир. Но там, где для одних безработица и выживание, там для других сверхэксплуатация на рабочем месте и снижение зарплат. Вот строчки из того же доклада МОД. Во всем мире более 436 миллионов предприятий сталкиваются с высокими рисками серьезных нарушений. Эти предприятия работают в наиболее пострадавших секторах экономики, включая около 232 миллионов в оптовой и розничной торговле, 111 миллионов в обрабатывающей промышленности, 51 миллион в сфере гостиничного и продовольственного обслуживания и 42 миллиона в сфере недвижимости и других видов коммерческой деятельности. То есть даже тем, кто вроде бы остался на рабочих местах, зарплаты зачастую урезаются, вводится сверхурочная работа. Не нравится? Ну вот смотри, за калиткой еще толпа желающих на твое место стоит. Некоторые будут смеяться, но зарплаты снизили даже футболистам. ЦСКА и Крылья Советов, Арсенал, Спартак и другие клубы сократили зарплаты футболистам и тренерам на 25-50%. Например, футболисты Спартака не шибко этим довольны. Ну, хоть где-то в этом мире существует справедливость. Впрочем, не для всех слоев населения создавшаяся ситуация пагубна. В то время как в США безработица уже выросла до 30 миллионов человек, миллиардеры во время эпидемии стали еще богаче. Согласно новому отчету Института политических исследований, за первые 6 недель пандемии американские миллиардеры увеличили свое благосостояние на 406 миллиардов, что составляет около 14% от их собственного капитала. Для остальных перспективы куда менее радужные. Нужно понимать, что экономический спад, безработица автоматически запускают и другие деструктивные социальные процессы. Всплеск алкоголизма, наркомания, рост преступности. Вряд ли стоит ждать уровня криминала 90-х годов, все же тогда речь шла о глобальном переделе собственности, накоплении капитала. Но то, что воровство, грабежи, бандитизм усилятся, несомненно. Еще раз позвонишь, я тебе глаза паяльником выжгу, слышишь? Мать звонила, твоя. То есть мир уже накрывает безработица, спад производства, снижение зарплат, повышение сверхэксплуатации труда, на фоне чего будет всплеск преступности и ряда других пагубных социальных явлений. Вопрос лишь в том, что делать? Конечно, тем, кто сталкивается со снижением зарплат на сохраняющемся рабочем месте, самое время подумать об организации независимых профсоюзов. Движение «Союз марксистов» уже выпустило обращение к трудящимся по этому поводу. Если вам нужен совет или поддержка по организации коллектива для борьбы у себя на рабочем месте, обращайтесь, ссылка будет в описании. Уже десятки людей и целых коллективов связались с нашими товарищами. Им оказываются юридические консультации, ведется помощь по созданию профсоюзных ячеек. Некоторые люди изъявляют желание вступить непосредственно в политическую организацию. И последнее, к слову, правильно, поскольку в глобальном плане решение проблемы безработицы, неполной занятости и прочего подобного – это проблема глобальная, политическая. И я считаю, что сейчас назревает необходимость в большой протестной кампании примерно со следующими требованиями. Начнем с элементарного.
Это не просто кредитные каникулы, а кредитная амнистия для всех безработных и тех людей, чьи заработки серьезно упали. Это временное освобождение граждан от уплаты коммунальных платежей. Это снабжение медицинских работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и выплата им надбавок за сверхурочные и работу в условиях эпидемии в полной мере. Это ужесточение наказаний работодателей за незаконное увольнение работников во время пандемии. Далее, это не просто повышение пособий по безработице, а введение базового дохода для людей, потерявших работу, на уровне не менее 2 МРОТ, при условии принятия ими трудовых обязанностей. Что я имею в виду? Что человек получает пособие, но его могут на 6-8 часов в день привлекать на те или иные работы. Ну, примерно как было, я не знаю, при Рузвельте, при выходе из Великой депрессии. Причем параллельно с этим необходимо требовать введения прогрессивного налога и налога на роскошь, а также пересмотра итогов приватизации, дабы за счет этих средств покрывать новые социальные расходы. Тут, правда, кто-то спросит, а где же классические лозунги про власть советам, фабрики рабочим, землю крестьянам? Друзья мои, во-первых, масштабы рабочего движения и организованность работников и студентов в России сейчас крайне низки. Поэтому с таким же эффектом мы можем требовать, например, мгновенного наступления коммунизма. Начинать нужно с реальных вещей, не забывая, конечно, о вещах глобальных. О том, что данный кризис есть не порождение какого-то там коронавируса, а порождение капиталистической системы, которая давно уже себя изжила и должна быть заменена глобальной плановой экономикой. А во-вторых, как некоторые уже, наверное, заметили, что ряд требований, те же общественные работы, тот же самый прогрессивный налог, пересмотр итогов приватизации невозможно в принципе при нынешней системе, или возможно лишь в самых искаженных, уродливых формах. И выдвигая эти требования, мы выдвигаем первые, самые банальные стартовые шаги социалистического правительства. Таким образом, мы и выдвигаем близкую подавляющему большинству населения России программу, и с ее же помощью показываем ограниченность нынешней социально-экономической и политической системы России. Сейчас мы должны использовать сложившуюся ситуацию для просвещения и организации населения. Очень забавно, что недавно Навальный также обозначил свою антикризисную программу, и в ряде пунктов она даже совпадает с тем, что предлагает тот же Союз марксистов, и тем, что было обозначено нами в этом выпуске. Это, конечно, характеризует Навального как грамотного популиста, готового в угоду конъюнктуре брать лозунги хоть у правых, хоть у левых. С другой стороны, Навальный требует покрытия социальных расходов из Фонда национального благосостояния, в то время как мы считаем, что их нужно повесить на крупный капитал, на элиту общества. Кстати, в этом плане с антикризисной программой Алексея Навального выяснилась еще одна беда. Издание Daily Storm подловило Навального на том, что он даже не знает, сколько средств находится в Фонде национального благосостояния и путается в цифрах. Что можно сказать о таком плане? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. С третьей стороны, нужно четко обозначить то, что Навальный не выступает принципиально против действующего социально-экономического строя и не желает рушить капиталистические порядки. А мы — да. Российским левым необходимо вплотную подумать об организации данной кампании, а нашим подписчикам о том, готовы ли они в этой кампании участвовать, готовы ли распространять информацию, агитировать работников, выходить на массовые мероприятия, забастовки после карантина и так далее. Пишите об этом в комментариях. С вами был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео. И помните, что никто нам не поможет, кроме нас самих. До новых встреч!